Привет! Я продолжаю вязать куклу Розали, и в этом видео я покажу, какими способами можно сделать ей волосы. Самый простой способ – это нарезать прядки из пряжи, которая вам нравится, и крепить их к голове крючком вот таким образом. Можно так прядки крепить по кругу, только не в каждый ряд, а то волос будет на голове слишком много. Если вам нравится такой способ крепления волос, я советую посмотреть вам мое видео, где я креплю волосы таким способом кукле меньшего размера. Ссылку смотрите в описании под видео. Еще можно сделать волосы с помощью трессов. Это искусственные волосы, которые я покупала на Алиэкспрессе. Они пришиты вот к такой ленточке. И их можно также пришивать по кругу. Вот так по спирали. А потом те волосы, которые падают на лицо, можно вот так заколоть заколочкой. Вот, например, к этой кукле я пришивала такие трессы по спирали, а здесь заколола те передние волосы, чтобы они не мешали. Хотя они уже спокойно держатся и без заколки. Это я пришивала волосы к кукле меньшего размера. У меня есть в планах сделать видео, как я это делала. Но если вы решите сделать такие волосы Розали, то я думаю, нужно брать хотя бы 2 упаковки таких волос. У меня эта лента длиной в 1 метр. А волосы длиной 26 сантиметров. Но так как я делала куклу для ребенка, и мне хотелось, чтобы девочка могла с ней спать, я решила связать волосы сама. Потому что эти искусственные волосы имели неприятный запах. Хотя сейчас они уже у меня полежали и выветрились. И я решила связать кудряшки. Для удобства пришивания волос и для того, чтобы не проглядывалась между волосами голова, я связала паричок. Сначала я покажу, как вязать основу парика. Я взяла пряжу Yarn Art Jeans цвета 07 и буду вязать крючком толщиной 3 мм. В первом ряду я делаю 15 воздушных петель. Один, два. И во втором ряду, во вторую петлю от крючка, вяжу 3 столбика без накида в одну петлю. 1, 2, 3. Затем вяжу по цепочке 12 столбиков без накида. Провязала. Дальше в последнюю петлю вяжу 3 столбика без накида в одну петлю.
И вяжу 12 столбиков без накида по другой стороне цепочки воздушных петель. Провязала и делаю соединительный столбик в первую петлю вот так вовнутрь. Потому что дальше я буду вязать за заднюю полупетлю. В третьем ряду я делаю 2 воздушные петли, накид и вяжу 1 столбик с накидом в ту же петлю, куда делала соединительный столбик. Затем в следующие петли я вяжу 2 прибавки. То есть во вторую петлю я провязываю 2 столбика с накидом. И в третью петлю вяжу тоже 2 столбика с накидом. Крючок ввожу за задние полупетли. Вот таким образом. Затем вяжу 12 столбиков с накидом. 1, 2 и так далее. Я провязала, затем делаю 3 прибавки, то есть вяжу по 2 столбика с накидом в петлю 3 раза. И дальше вяжу 12 столбиков с накидом за задние полупетли. Я провязала и делаю соединительный столбик во вторую воздушную петлю. Это у нас соединительный столбик предыдущего ряда. Дальше 2 воздушные петли. И сюда я соединяюсь. Все следующие ряды я тоже буду вязать за задние полупетли. Для того, чтобы оставались такие петельки, к которым я буду прикреплять волосы. Итак, в 4 ряду я делаю 2 воздушные петли. Затем вяжу 4 прибавки, то есть 4 раза вяжу в петлю по 2 столбика с накидом. Дальше вяжу 14 столбиков с накидом. Затем вяжу 4 прибавки. И дальше вяжу 13 столбиков с накидом.
Провязала. Я связала 13 столбиков с накидом, а не 14, как здесь, потому что вот эти 2 воздушные петли я буду принимать за последний столбик с накидом, то есть 14 столбик. И в конце ряда я делаю соединительный столбик во вторую воздушную петлю. Вот это соединительный столбик предыдущего ряда. И 1, 2, вторая воздушная петля. Затем в следующих рядах я буду опять делать 4 прибавки с каждой стороны. Только между ними будет меняться расстояние. Вот, например, я покажу еще 5-й ряд, а остальные вы уже свяжете сами. 2 воздушные петли, затем 4 раза повторяю 1 столбик с накидом, 1 прибавка, вяжу 1 столбик с накидом, в следующую петлю делаю 1 прибавку, то есть 2 столбика с накидом. И еще повторяю так 3 раза. 1 столбик с накидом, 1 прибавка. Один столбик с накидом, 1 прибавка. Снова 1 столбик с накидом, 1 прибавка. Дальше вяжу 14 столбиков с накидом. И снова 4 раза вяжу 1 столбик с накидом, 1 прибавка. Вяжу так еще 3 раза, провязала и дальше вяжу 13 столбиков с накидом. Провязала, делаю соединительный столбик во вторую воздушную петлю и затем вяжу еще 3 ряда по этой схеме. Я уже провязала. И теперь этот хвостик закрепляю узлами и обрезаю. А эту нить вытягиваю, оставляя ее достаточно длинной, чтобы пришить парик к куколке. Обрезаю ее и вытягиваю. Теперь я буду вязать локоны прямо на этой основе для парика. Здесь будет пробор посередине, и остальные волосы будут идти по кругу, только по краю основы. Итак, чтобы разобраться, где здесь середина, я складываю основу вот таким образом. Пряди я буду пришивать к этим полупетлям, которые я оставляла при вязании.
И у меня на сгибе должно получиться по 2 петли. Я отмечаю петли с одной стороны. Вот так, если смотрю на петли, то отмечаю верхние. Вот что у меня получилось. И я буду вязать локоны таким образом. Сначала по этим петлям, которые идут возле помеченных петель. Затем по краю. И дальше по тем петлям, которые лежат возле помеченных. И дохожу до начала вязания. Затем начинаю вязать по помеченных петлях. Дальше иду по кругу, по краю. И вяжу по помеченных петлях до начала вязания. Сейчас я покажу, как я это делаю. Но сначала я предлагаю вам выбрать, каким узором вы будете вязать локоны. Первой своей кукле, которую показывала в анонсе Розали, я вязала вот такие локоны. Для этого я брала пряжу Yarn Art Cotton Soft. Это такая же пряжа по составу, как и Yarn Art Jeans, только у нее тоньше нить. Я выбрала пряжу такого же цвета, как и Yarn Art Jeans, номер 7. И вязала этот локон столбиками с накидом, крючком номер 2,5 мм. Но если вы не можете найти такую тонкую пряжу, вы можете использовать ту же пряжу, которой вязали основу для парика, и крючок номер 3, и связать такой локон. Я его вязала столбиками без накида. Два этих локона похожи по форме, только первый легче по весу и нежнее на ощупь. Поэтому я буду вязать локоны по схеме 1. Вот схемы этих двух локонов. Итак, я сейчас буду вязать вот по этой траектории. Ввожу крючок в петлю, которая лежит возле помеченной петли. Вытягиваю оттуда петлю. Делаю 80 воздушных петель. 1, 2, 3. Набрала. И дальше по цепочке воздушных петель я вяжу 78 столбиков с накидом. Делаю накид. Пропускаю 2 петли от крючка. И в третью вяжу первый столбик с накидом. И так довязываю до конца цепочки.
Я довязала. И теперь делаю соединительный столбик в следующую петлю. Вот эту. И отсюда начинаю вязать второй локон. Набираю воздушные петли, вяжу локон и соединяюсь в следующую петлю. Таким образом я дохожу до конца. Когда я довяжу до этого места и буду делать последний локон, в конце я соединюсь вот в эту петлю. Я буду смотреть на основу для парика с изнанки, введу крючок в петлю за обе полупетли, сделаю соединительный столбик, затем провяжу локон и следующий соединительный столбик сделаю через одну петлю. Дальше буду вязать отсюда следующий локон и снова соединяюсь через одну петлю. В общем, локоны я буду вязать по такой траектории. Надеюсь, что объяснила вам понятно. В прошлый раз я вязала такой паричок около месяца, потому что я вязала в день по несколько локонов, но в этот раз, надеюсь, справлюсь быстрее. Так что в следующем видео я покажу, что у меня получилось, и буду пришивать паричок к кукле. Благодарю вас за просмотры, за то, что вы ставите лайки и пишите комментарии. Мне очень приятно читать их. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. И встретимся в следующем видео. Пока!